Привет, привет всем! С вами снова я, Ингрида. И раз вы смотрите это видео, значит вам интересна тема о долгосрочной аренде. Многие из вас мне писали в комментариях, просили, чтобы я уж наконец-то рассказала, открыла этот секрет, что и как мы тут сняли. И я наконец-то решила сделать это видео. Я, конечно, не агент по недвижимости, на это я не претендую, но постараюсь вам подробненько все показать и рассказать. И начну я свой показ с этого красивого вида с нашей террасы. Смотрите, Коста-Адехе вся как на ладони. Впереди виден океан. Ну, красота, правда? Но есть в этой красоте, конечно, неудобство, так как мы живем, как я говорю, на вулкане, на горе. Вот куда еще тянется взор с нашей террасы, еще туда вперед в гору. И чтобы спуститься с этой горы к океану, пешком это примерно 30 минут. Конечно, если нет транспорта, а у нас нету здесь машины, наверх, конечно, мы пешком не поднимаемся. Многие из вас спрашивали, как же мы наверх добираемся? На такси. Ну, такси здесь, правда, недорогое, стоит вот именно подняться от 3,50 тогда 5 евро. Вот такая стоимость такси. Так что я говорю, это недорогое вроде, да? Но неудобства есть. Вот вроде красивый вид, но, как я сказала, есть и минусы. Да, ну вот и еще один минус был, что еще даже солнышко не видно. Покажу вам, да, как-то сквозь тучи оно там вот вылезает, да. 5 дней, представляете, с субботы начиная, я сидела, можно сказать, в полной изоляции. Окна, двери все были закрыты, потому что у нас была Колыма. Это такая пурга, можно сказать, настоящий ураган из песка. Ну, если кому интересно, можете посмотреть мои предыдущие видео. Я об ней рассказывала и показывала даже, как она выглядит и что это такое. Но сейчас вроде она идет к концу, но еще какие-то остатки, видите, еще вот можно, если так внимательнее посмотреть, видно, что там еще такая муть такая еще возле океана. Не видно окончания линии и начала неба, вот не видно, да. Еще все как в тумане, так что еще она продолжается, но уже такие остатки. Ну и дальше смотрим уже на террасу, с которой виден вот этот прекрасный вид. Терраса действительно не маленькая, она такая, как прям небольшая комнатка. Но я сказала бы, что все 20 с чем-то квадратных метров тут точно есть. Ну и самое приятное, вот именно вот этот не шезлонг, конечно, не шатер, но вот такая ракушка приятная. На ней очень приятно загорается, что я, конечно, и делаю. Дальше здесь есть такой столик рядом, один кактус одинокий. Есть такой тоже вот какой-то там как буфет такой с разными причиндалами, с подсвечниками. Есть суши-машинка, сушилка, ну, которой я не пользуюсь. Ну, что-то мне жалко одежду портить. Мы купили, вот я уже тоже буду показывать и говорить, что мы сами еще приобретали здесь, потому что кое-что-то для быта пришлось приобретать. Мы купили сами вот такую сушилку. Ручную. Вот есть еще у нас вот такая зона еще отдыха тоже. Отойду немножко подальше, чтобы уже вам видеть всю террасу. Ну так примерно все не смогу так показать. Вот так выглядит еще тут такая софа небольшая. Ну, такие 2 кресла, столик. Ну вот так выглядит наша примерно терраса. Да, самое важное, что здесь есть, это градусник. Один из важнейших, да, 25 градусов показывает. Ну, я сказала бы, что это не на солнце, это в тени, потому что солнца, можно сказать, что сегодня нет. Такой слабенький. Так что 25 градусов сегодня у нас есть. Ну, вот так выглядит наша терраса. Как я сказала, она не маленькая, довольно такая вместимая. А дальше уже пойдем в самую большую комнату этих апартаментов, а именно в гостиную, которая соединена вместе с кухней. И это довольно удобно. Смотрите, сквозь какую дверь нам надо пройти. Это такая металлическая решетка. Еще дополнительно закрывается. Не знаю к чему. Здесь все равно есть видеонаблюдение в апартаментах. Ну, наверное, для охраны дополнительно еще хозяин сделавший.
Как я говорю, вот во время Колымы, когда у нас тут все двери были закрыты, окна закрыты, я говорила, мы тут сидим как в тюрьме прямо. Ну вот смотрите, такой довольно удобный диван есть. Он не раскладной, но он есть. Такой столик есть. Покажу весь обзор так примерно вам. Здесь в этих апартаментах действительно в комнатах есть достаточно много разных удобных шкафов, что мне очень нравится. Много что можно сложить, спрятать все чемоданы, все можно. Это удобно, если на долгосрочную аренду вы едете. Вот есть телевизор, он рабочий, не маленький. Есть интернет, который мы подключили, тоже скоростной, хороший интернет, конечно, но тут отдельная история, знаете, мы его ждали почти, не почти, а чуть больше даже месяца. Цена интернета у нас 35 евро в месяц, и 90 евро мы еще отдали за аппаратуру. Ну, это при том, когда мы ее сдадим, вернут обратно, конечно. Ну, в общем, такая стоимость именно интернета. Вот как выглядит с этой стороны. А, да, и кое-что мы тут сами прикупили. Из мебели даже пришлось. Ну, вот одинокая пальма. Ну, наверное, вот этот стол, который мы приобрели, наверное, попортил хозяину весь вид, весь интерьер. Но без него, к сожалению, мы не могли. И стулья мы тоже купили. Так как здесь были вот только такая, могла бы сказать, барная стойка. С таким, можно сказать, прилавком. Но очень неудобно на нем кушать. И мы к этому не привыкли и поняли, что нам необходим стол. Ну, самый дешевый мы в Икее купили. Ну, так он здесь и останется наверняка. Ну, не наверняка, точно. Мы пробовали поначалу питаться вот за этой стойкой, так называемой. Но нет, очень неудобно ни сидеть, ни кушать. Не, если вы, конечно, не готовите, если вы обедаете, там, кушаете, я не знаю, вот именно в кафе, то, конечно, нет проблем. Это можете и так обойтись, ничего. Но мы, поскольку я сама готовлю, питаемся дома. И с этой горы, знаете, каждый раз, чтобы бегать куда-то в кафе и подниматься наверх, это не, совсем вообще никуда не годится. Ну, так что вот этот интерьер попортили и такой вот стол приобрели. Ну и пройдем уже, посмотрим ближе, как выглядит кухня сама. И вот это то, о чем еще мимо идем, покажу вам эти шкафы, что я говорю, что они очень удобные. Все тут можно спрятать. Вот видите, какие удобные такие ниши там внутри. Спрятаны всякие бытовые принадлежности, метлы, там все такое, пылесосы, все, что вам необходимо. И так же самое я здесь искала, вот пройти немножко, еще одна дверь, вот видите, стеной такой шкаф. Вот это действительно удобно. Здесь тоже долго искала, находится стиральная машинка. Дверка открывается и очень удобно. Вот видите, сколько здесь дверей только нет. Вот это удобно, действительно продумано. По крайней мере, в этих апартаментах. Ну и вот как выглядит сама кухня. Попытаюсь отойти немножко подальше, чтобы удобнее вам видно было. Вот как она вся выглядит. Тоже шкафчиков предостаточно. Нет, готовить здесь очень удобно. Готовить действительно удобно. Ой, туда я даже не лезу. Шкафов тут, ой-ой-ой, на какую большую семью хватило бы и очень-очень надолго. И вот смотрите, какие тут... А, еще есть посудомойка. Ну, чем я не пользуюсь. Есть электрическая плита. Ой, как хорошо, что здесь была духовка. Это не то, что в Турции я духовку сама покупала. Здесь очень удобная, хорошая духовочка. Ой, радость моя. Я чувствую себя как плюс-минус, как дома, что хотя бы есть духовочка. А, есть чайник, правда, здесь не был, но молодцы агентства, с которых мы снимали. Они сразу среагировали. Тот же день побежал именно агент, сразу купил чайник, привез нам. И вот это молодцы, действительно. И также есть вот тостеры делать. Есть та же кофеварка была, но мы кофе не пьем, поэтому я ее сняла. Разные, видите, какие шкафчики, холодильник. Все рабочее было. Ну и наверняка посудомойка рабочая, но мы не пробовали, как я сказала. Я не пользуюсь посудомойкой. И также в этих апартаментах есть две спальни. Она у нас с двумя спальнями. Вот как выглядит одна из них, покажу сейчас вам. Тоже шкафы эти. О, прелесть, да? Если у кого большой гардероб, ну вот смотрите, это в одной спальне, снова вот это все шкафы. Шикарные шкафы. Вот это действительно отлично. Ну, двухспальная кровать. Вот эта кровать удобная, да.
Матрасы немаловажны, конечно, но это удобная кровать. Удобные матрасы. Один такой, именно такая тумбочка возле именно кровати. Правда, их были две, вторую я отнесла в другую спальню. Сейчас вам пойдем, покажем и вторую спальню, покажу вам. И такие вот, что мне так смущает, ну, конечно, я уже теперь привыкаю, что так в Испании, наверное, есть такие маленькие окна. Ну, совсем небольшие окошки такие. И тоже с решеткой. Я говорю, прям как заключение мы тут. И такой небольшой, тоже такой, не знаю, вот такой шкафчик. Вот такой еще небольшой, с шуфлядками, все аккуратно, тоже нормальный. И тоже телевизор есть, да, не показала, точно с этой стороны есть еще телевизор, стенка. Тоже небольшой, рабочий. А сейчас пойдем посмотрим на вторую спальню. Она тоже небольшая, ну, общая площадь этих апартаментов не такая уж большая, вместе 66 квадратных метров. Но зато нормально, меньше убирать надо. Ну вот смотрите, тоже кровать, самое важное, конечно, в спальне. Она не двухспальная, это две односпальные кровати, я их сложила просто вместе. Но вот эта кровать получилась неудобная, очень жесткие матрасы. Ну вот так, к сожалению, тоже может быть. Ну, может быть, кому-то жесткая нравится, но вот она такая. Но зато шкафы, как я говорила, это отлично. Здесь они очень вместимые. Вот мне лично очень нравится, что я могу туда все сложить, все лишнее, что не нужно, что нужно. Ничего не пылится, ничего не валяется, не мешается под глазами. И вот тоже такой именно шкафчик маленький возле дивана, который я сдобрала, как я сказала, с той комнаты. Здесь его не было. Также здесь есть зеркало небольшое. Его я тоже забрала с той спальни предыдущей. Ну, есть такие шкафчики с полочками, но этот удобный. И стол, да, вот стол показывает тоже, который тоже мы купили в Икее. Это мы приехали, сами взяли. Рабочий стол какой-то должен был быть. Ну, это самый дешевый, самый простой. Стул тоже мы сами покупали. И снова показываю, какое окошко. Ой, вот это беда с этими окошками. Здесь такие они есть. Ну, заключение. Я говорю, как заключение. Ну, так они, к сожалению, строят, видно. Вот с такими маленькими щелками. Такая выглядит вторая спальня. Ну, аккуратно вроде, простенько. О цене и что еще в этих апартаментах я буду рассказывать дальше. Смотрите так, что до конца, кому интересно. И дальше мы уже проходим важную комнату, очень важную. Это, конечно, тут душ, хотела сказать, но он не душ, это скорее ванна у нас. Тут я. Ну вот как выглядит тоже, ну, важный аксессуар здесь в туалете. Туалет. Ну, тоже удобные такие шкафчики. Зеркало есть. Снова это маленькое окошечко. Ну, тоже такой еще шкаф один есть. Ой, включу свет. И есть душ. Душ. Это вообще-то не душ совсем, это скорее ванна. Не скорее, а это и есть ванна. В этих апартаментах ванна. Вот ванна, ну, душ тоже есть. Ну, здесь тоже пришлось нам кое-что покупать, подделать. Сами брали кое-что, чтобы душ так мог лежать. Он, конечно, так не стоял, надо было в руках держать. Так что мы тут приспособились как-то, какой-то быт себе обустраивали еще сами. Что-то тут бегали, искали, покупали. Вот так выглядит как бы ванная комната. А дальше мы уже вышли на улицу и отправлюсь, я вам сейчас покажу наш бассейн. Да, здесь тоже такие небольшие неудобства есть, что надо выйти перед тем, как попасть в бассейн, прямо на улицу, на дорогу. Это не то, что в Турции было. Я могла спуститься в купальнике и сразу в бассейне. Нет, здесь, к сожалению, не так. Не получится в купальнике. И вот по дороге спускаюсь вниз. Вот прям пройдем эту дорожку. И я вам расскажу, как мы это сняли. Так коротко совсем, да. Я снимала эти апартаменты отдаленно, онлайн-вариантом. Так же, как я делала в Турции. Ну, если в Турции мне все, можно сказать, повезло, все отлично, все прошло. Тут были такие казусы, ну, в которых я, конечно, сама виновата. Это однозначно.
Ой, я немножко остановлюсь, покажу вам. Здесь у нас гараж. Да, еще к этим апартаментам имеется гараж. И пройдем, посмотрим этот вид здесь, как выглядит уже с улицы. На одну машину, которой у нас нету, конечно. Но вот видите, какой туманки вот такой дремучий серый находится сегодня Коста-Адеха. Но это я как говорила, еще Колыма продолжается, да. 5 дней, действительно, я начиная с субботы, здесь сидели с закрытыми окнами, дверями. Ой, еще ветер такой даже сильный сейчас на улице дует. Вай-вай-вай какой. Еще она есть, Колыма, но уже не так, конечно, совсем она уже проходит. Уже, наверное, остатки, не уже, наверное, точно остатки остались одни. Но вид, конечно, красивый. Ой, красота, конечно, здесь. Но неудобная красота. Ну, вот это то есть, о чем я говорила. Сама виновата. Мне сказали, что до моря 15 минут. Конечно, тут меня подвели не 15 минут, а полчаса идти. И, ну, может быть, на машине, да, может быть, на машине 15, да, есть. Но пешком полчаса точно до океана, до берега. И если вниз это ничего, то я не рассчитала свои силы. Так что, если вы поедете на Тенерифе и захотите снимать апартаменты отдаленно, как мы поступали, да, не видя их, только на картинках, то, конечно, поинтересуйтесь, будут ли они вот именно на горе или не будут, потому что это большие неудобства. А если согласились на гору, значит, имеется в виду, что или такси, или авто. Ну вот и так мы идем уже к бассейну. Вот именно за этим зданием. Ну, мы уже совсем рядом с бассейном. Но ветер сегодня действительно очень сильный. Еще все эти остатки. Ну вот мы подходим к бассейну как бы. И смотрите, надо открывать ключом, чтобы пробраться туда. Это, представляете, чтобы всегда ходить плавать, искупаться хотели бы. Мало того, что надо по дороге пройтись, так еще надо ключ не потерять, который тоже дам нам только один. Ну, какие-то такие минусы есть, да. Ну, не все плюсы только, да. Ну, территория, конечно, ухожена, это ничего нельзя сказать. Все чистенько, аккуратненько. Ну и подходим к бассейну. О, здесь тоже вид красивый, ну, тот же самый, ничего другого. Ох, как здесь выглядит. Да, так мы живем на горе. Пройду сейчас вокруг. Я сама второй раз только возле бассейна. Еще сюда не ходила, не плавала, не купалась. И учитывая, что я очень боюсь высоты, близко не подхожу даже, вот как выглядит уже территория бассейна. Ну, шезлонги тоже эти, ну, так себе скажу, ну, нормально. Есть какие-то такие зонтики, 6 штук, да. Ну и вот водичка, и вот бассейн. Ну, не знаю, чистят его или нет здесь. Должны, конечно, чистить. Когда чистили последний раз? Смотрю, ну, вроде не грязно. Ну, вот такой бассейн. Пройдемся до того края. Посмотрим. Вот впереди тоже гора здесь. Как там люди поднимаются? Ну, наверное, только на машинах. Я думаю, там точно по-другому. Одно дело, когда ты на первом этаже, а если ты там вот на этом 5-м, который там, как там они поднимаются? Ну, вот такой ступеньками. Я хотела проверить, есть ли ступеньки здесь. Да, есть. Вот такой вход может быть. Так выглядит бассейн. Пройду, посмотрю. А, душ тоже есть. Я думала, где же здесь душ? Душ есть. Ну, не буду пробовать, рабочий он или нет, но он есть. Вот еще шезлонги. Даже спасательный круг есть. Ай-яй-яй. Мусорники, все есть. И что здесь за здание такое?
Здесь, видно, тоже кто-то живет. Ну, как-то здесь вообще мрачно. Окна к стене прям. Пройдем до того конца, посмотрим. Горы, горы кругом. Ну, вот так выглядел бассейн. Ну, и самое главное, что я вам не рассказала, это, конечно, о цене. Подойдемте, посмотрим на этот вид красивый и расскажу вам именно за сколько мы сняли. Стоимость этих апартаментов, может быть, кому-то покажется много, кому-то, может быть, очень дешево, даже нормально. Ну да, это 950 евро в месяц. Мы сразу при оформлении договора, мы это делали отдаленно, сразу уже оплатили за месяц вперед, агентству заплатили и депозит, ну, который когда мы будем выезжать, при выезде, если все в порядке, нам, конечно, будет возвращен. Но вот такая стоимость вот этих апартаментов. Ну, плюс-минус так работает все агентства, хотя есть некоторые, которые берут, я знаю, полгода сразу вперед за 6 месяцев. Ну, с нас взяли за 1 месяц вперед, и так мы каждый месяц оплачиваем. Хотя я, когда прилетела, сразу отдала за 2, ну, это уже как вы решите, как вам удобнее, да? И плюс еще мы платим коммунальные услуги. Да, думала, что мы там еще платим. Коммунальные услуги. За электричество, воду. Гараж – это стоимость апартаментов входит, аренда стоимость. Ну, как-то вот такие цены. Когда мы начали искать в сентябре, я еще в сентябре эти апартаменты начала на Тенерифе искать, еще когда была в Турции, мне предлагали за 700 евро, конечно, за 600 были. Я думаю, ну ладно, что я так рано буду еще интересоваться, мне нужны только к декабрю. Думаю, ну в декабре я и буду искать их, смотреть, там начну где-то к ноябрю. Ну так я и сделала, я начала в начале ноября интересоваться, и цены видно из-за этой, вот именно этого вулкана, из-за того, что Новый год приближается, праздники новогодние, цены резко поднялись. И вот такие, какие они есть, такие есть. И на машину я тоже знаю, аренда машины в месяц, в то время еще в сентябре мне говорили, стоит 300-400 евро. Ну, такая простая машинка, такая маленькая могла стоить. Но когда мы прилетели в декабре, с нас просили несколько тысяч за совсем простую машинку в месяц. Представляете? Ну, 2100, там 1800, вот такие в месяц стоимость. Это в космос, зачем? Нет. Это мы решили не брать, пока подождать, вдруг они спадут. И пока мы уже катаемся так, ездим на такси, мы уже привыкли как-то, пока что это так выгоднее, по крайней мере. Ну, вот так выглядели именно наши апартаменты, которые мы сняли. Это только наш вариант, наш опыт, да. Ну и на этом я закончу сегодняшнее видео. Надеюсь, кому-нибудь эта информация пригодится. Я буду только рада. И спасибо, конечно, всем за просмотр, за ваши лайки. И не забудьте подписаться, кто не подписался. И до встречи в новом видео. Пока-пока.